Привет! Вы смотрите Афорт подкаст о сознании и жизни воплощенного мастера на Земле. С вами я, Ирина Дрофа. Я сейчас нахожусь в Румынии, на дворе июнь, месяц прайдов. И я хочу поговорить на важную и личную для меня тему мужских и женских энергий и гомосексуальности. Мы с вами сейчас вступаем в такое время на Земле, которого еще никогда не было. И процесс происходит очень быстро. И частью этого процесса является слияние, возвращение в единство мужских и женских энергий. Объединение их так, что каждый человек на Земле, независимо от того, какое у него биологическое тело, мужское или женское, может нести в себе сбалансированную мужскую и женскую энергию. Сейчас для этого пришло время. Пришло время объединить эти две основные энергии в одном человеческом теле. Ангелы, создавая нашу 3D-реальность, человеческий опыт, создали дуальность, противоположности. Для человеческого опыта очень важно, приходя на Землю, в человеческое тело, в материю, забыть о своем божественном происхождении. Так мы получаем вот эту возможность посмотреть на себя со стороны, почувствовать свою отдельность. Например, животные сделать этого не могут. Они не ощущают себя отдельно от природы. Они ее часть, и поэтому у них всегда есть только момент сейчас, и они не могут оценить, осознать в полной мере красоту природы, потому что они и есть природа. Мы же, люди, созданы так, что мы ощущаем себя отдельно от природы, от Бога, и тем самым мы можем осознать самих себя, осознать природу и даже осознать Бога. И помогает нам в этом именно вот этот феномен дуальности. Без верха нам трудно было бы понять низ. Без плохого — хорошее, без света — тьму, без мужской энергии — женскую. Но сейчас, когда происходит массовое пробуждение человечества, осознание божественности, дуальность стала нам мешать. Она удерживает нас в старой, неработающей больше парадигме. Человек — Бог, земля — небо, черное-белое, свет-тьма, мужское-женское. Но для того, чтобы это донести до человеческого сознания, недостаточно ченнелингов, недостаточно духовных учений. Нужны люди, которые придут на Землю, в человеческое тело, и объединят внутри себя мужскую и женскую энергию. То есть придут гомосексуальными. Вы, наверное, замечали, что гомосексуальные мужчины в большинстве более женственные, а гомосексуальные женщины, лесбиянки более мужественные. И это может совсем не проявляться во внешности или в том, как эти люди одеваются. Если у вас есть такие друзья, если вы знаете таких людей, вы точно понимаете, о чем я говорю. Так вот, с духовной точки зрения выясняется, что это заложено в ДНК. Науке известно, такой официально признанной науке, две нити ДНК, закрученные спиралью, все видели эту картинку. Более продвинутые ученые сейчас начинают открывать, что есть еще 10 нитей ДНК. Их называют эфирными нитями, то есть всего 12. Тобайас в своем ченнелинге от 2007 года, почти 20 лет назад, говорил о том, что существует еще 13-я нить ДНК, еще неизвестная ученым, нить-обледенитель. Нить, которую согласились нести в себе ангелы, души, достаточно смелые, надо сказать, души, которые взяли на себя миссию, особенно в эти последние 50 лет на планете Земля, вот во время перехода, во время массового просветления человечества, прийти сюда и нести в себе, в своем теле 13-ю нить ДНК, нить-обледенитель, нить, которая позволит смешать, сбалансировать внутри себя мужскую и женскую энергию. 13-я нить ДНК объединяет все старые элементы дуальности. И каждый ангел, каждая душа, которая согласилась, вызвалась
прийти на Землю и выполнить эту работу по доставке 13-й нити ДНК в материю, в телесность, оказались теми, кого мы сегодня называем геем или лесбиянкой. То есть людьми со смешанной энергией. Я предпочитаю называть это сбалансированной энергией. То есть внутри этих людей равная пропорция мужской и женской энергии. Это может не проявляться физически, потому что человеческое тело материальное, оно инертно, но внутри, на уровне энергетическом, эти люди, человеки, сбалансированы. Большинство людей на планете сегодня не являются сбалансированными. Допустим, душа приходит в мужское тело, и по, опять-таки, инерции биологии стремится найти себе партнера в женском теле, женщину. И это ведь не про любовь, это именно культурный слой. То еще глубже, это связано с выживанием, когда люди искали вот этого слияния мужских и женских энергий через нахождение второго человека, противоположного, чтобы вместе получить вот тот самый баланс. Гомосексуальные люди сбалансированы уже внутри, вещь в себе, так скажем. И если у вас есть такие друзья, если вы сами гомосексуальны, вы знаете, что часто такие люди не ищут партнерства для того, чтобы себя дополнить. Они ищут партнерство для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы разделить этот красивый человеческий опыт, потому что у них нет такой острой потребности в том, чтобы себя сбалансировать за счет внешней энергии. Но надо сказать, что не все геи и лесбиянки несут в себе 13-ю нить ДНК и вот эту вот равную пропорцию, баланс мужских и женских энергий внутри своего тела. Сейчас такое время замечательное, когда люди, наконец, могут свободно исследовать свою сексуальность. И есть люди, которые экспериментируют с людьми своего пола или, например, бисексуальные люди. Это души, которые исследуют что-то на уровне телесности, на уровне сексуальности и удовольствий. И это абсолютно окей. Но есть большое различие между людьми-носителями 13-й нити ДНК, людьми сбалансированными, и теми, кто просто экспериментирует. Как понять, что вы являетесь смешанным, сбалансированным носителем 13-й нити ДНК? Вы уже с детства, с раннего детства знаете, что вы отличаетесь, что есть в вас что-то такое, что вас отличает от других. Вы часто не вписываетесь, с раннего детства у вас мог быть опыт одиночества, может быть, даже буллинга или остракизма со стороны других. Вы много времени проводили наедине с собой, самостоятельно играли сами с собой. И ваша гомосексуальность, осознание вашей гомосексуальности — это не то, что произошло с вами в 20, 30, 40 лет. Вы знали это достаточно рано. Еще такой интересный признак, что люди с 13-й нитью ДНК смешанные выбирают приходить в семьи достаточно традиционные. То есть эти души, выбирая семью, куда приходить, выбирали такой элемент нормальности, чтобы присутствовал в их жизни. Это было важно, и в то же время это, как мы знаем, несет в себе свои челленджи, что это усиливает чувство одиночества, потому что вокруг тебя все нормальные, ты не видишь day by day повседневных примеров людей, которые такие же, как ты. Но это было важно. Ну и самый главный признак, что если вы сейчас меня слушаете, и вам это отзывается, и у вас вот так вот возникает ощущение, блин, точно это оно, значит, это оно. Про себя я знаю точно, что я человек со смешанными энергиями. Во мне отличный баланс мужского и женского. И я такой была с самого детства. Мне не нужен был ченнелинг Тобайаса 2007 года для того, чтобы это про себя узнать. Я всю жизнь занималась тем, что пыталась объяснить это
своим друзьям и близким, что я помню, меня одно время завораживал миф об андрогине. Я не буду сейчас углубляться в подробности, и он там не совсем про это, но суть мифа в том, что люди на Земле изначально были сбалансированными, несли в себе и мужскую, и женскую энергию, были андрогинами. И они были за счет этого настолько могущественными, что боги Олимпа возмутились и испугались могуществу и силе и самодостаточности людей на Земле. И они разделили их напополам, и появились мужчина и женщина. Красивейший миф. Почитайте, если не слышали, не читали. Так вот, я с детства была такой в детском садике, когда мы играли с подружками, я всегда брала на себя роль отца семейства, капитана корабля. Я любила играть в каких-нибудь пиратов, мушкетеров. Мой велосипед, на котором я провела все свое детство, был моим верным конем. Я обожала помогать папе в гараже. Я умею обращаться с паяльником, с дрелью, гвоздь могу забить, что там еще, мебель собрать. И что, кстати, сделало из меня отличного декоратора в свое время. В подростковом возрасте я одевалась и стриглась так, что меня путали с мальчиком. И, конечно же, с раннего возраста, с раннего подросткового возраста я влюблялась в своих подруг. У меня не поворачивается язык назвать себя лесбиянкой. И не потому, что мне стыдно или страшно, хотя было и стыдно, и очень страшно. Но сейчас я просто чувствую, что этот ярлык, он меня ограничивает. Я влюбляюсь в талант, в личность, в энергию. Сейчас для этого уже есть термин демисексуальность. А, И так получается, что этот талант, эта яркость, эта энергия, она оказывается женщиной. Все мои друзья-мужчины, они, все вообще мужчины в моей жизни, так скажем, это джентльмены от слова gentle, нежный. А все мои подруги-женщины оказываются обычно яркими, талантливыми, самодостаточными, успешными хулиганками. Это происходит не из-за какой-то реинкарнационной путаницы, не из-за того, что человек провел большее количество жизней в женском теле или мужском. И, кстати, не такое большое количество переключений между биологией среди душ. Души обычно придерживаются одного и того же пола, когда возвращаются на Землю в человеческое тело. Это не наказание, не ошибка. Это осознанное и преднамеренное решение прийти на Землю и привнести с собой 13-ю нить ДНК. Вы сделали выбор помочь изменить человеческое сознание. И да, вы, возможно, провели много одиноких часов в стыде, страхе, страдании, будучи отверженными. Но это та работа, которую вы вызвались выполнить на Земле. И надо сказать, что она принесла свои плоды, и огромные плоды. Посмотрите на то, в каком количестве стран сегодня разрешены однополые браки. На то, как свободно люди могут сейчас позволить себе выражать свою сексуальность, исследовать свою сексуальность. Это потрясающе. На всех уровнях ангелов, архангелов, Бога нет ничего греховного в союзе двух тел, будь то тела одного пола или разного пола. Говорил ли Бог, что только союз мужчины и женщины приемлем? Нет. Бог всегда выбирает только жизнь и любовь. И если вы в свой адрес, будучи гомосексуальным, испытываете какой-то негатив или даже агрессию, знайте, что эти люди, они просто заперты в старой доминирующей мужской энергии. Речь идет
просто о непринятии перемен и о страхе перемен. И такая большая, даже на уровне общества, м, полемика и агрессия в сторону гомосексуальных людей, она только потому, что люди чувствуют, что вы агенты перемен, что именно вы несете изменения, которые поменяют всю планету. Вы помогаете человечеству вернуться к единству, которое сейчас так нужно. И человек, когда в нем начинает балансироваться мужская и женская энергия, проходит через пробуждение. Это просто неизбежно. Процесс балансировки энергии внутри человека автоматически запускает процесс пробуждения, просветления, осознания себя божественным и воплощенным мастером. Но внутри этого процесса, во-первых, всегда сложно, непонятно, тяжело и больно. Я говорила об этом много в предыдущих выпусках. И также я упоминала в выпуске про 12 признаков пробуждения о том, что уходит страсть из жизни. Когда человечество позволит себе отпустить все вот эти старые проблемы дуальности, балансировать энергии мужского и женского, вот тогда мы увидим реальные крупные изменения в сознании. И если вы хотите мира на Земле, если вы хотите прекращения войн, прекращения доминирования вот этой вот мужской, контролирующей, воюющей, конкурирующей за ресурсы энергии, пришло время сбалансировать энергию внутри себя. В одной комнате могут находиться двое мужчин, и если каждый из них сбалансирован, внутри каждого из них равный баланс мужского и женского, то и в комнате будет превалировать не мужская энергия, а будет баланс. То же самое, если в комнате находятся две женщины, и они абсолютно сбалансированы, в комнате будет энергетический баланс. Точно так же в одной комнате могут находиться две женщины, и при этом будет доминировать сильная мужская конкурирующая энергия. И я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Сегодняшние дети людей моего поколения, дети моих друзей, приходят уже сбалансированными благодаря работе, проделанной геями и лесбиянками за последние 50 лет. Этим детям уже не нужно проходить через опыт гомосексуальности для того, чтобы нести в себе баланс мужского и женского. Они могут, конечно же, они могут выбирать себе любую сексуальность, но эти дети, они прекрасны тем, что для них вопрос гомосексуальности или гетеросексуальности, вопрос гендерной идентичности — это как для нас вопрос, может ли женщина голосовать или нет, и может ли женщина носить брюки или нет. Для них это out of the question, как говорится. И вы можете меня спросить или возразить: ну вот смотри, что сейчас происходит, что делает сейчас Трамп, что делает сейчас Путин. Идет обратная волна каких-то законов, которые усложняют жизнь гомосексуальных людей, запрещают обратно однополые браки. Я скажу вам, что, во-первых, эти двое, если им повезет дожить до момента, когда нынешние дети, для них придет время создавать партнерство, создавать семьи, если им повезет дожить до этого времени, они увидят, насколько они бессильны, насколько невозможно запретить новым людям, приходящим сейчас на Землю, быть сбалансированными и выбирать то, что они выбирают. И несмотря на сегодняшнюю пугающую повестку, нам, нынешним взрослым, гомосексуальным людям, геям и лесбиянкам, очень важно выходить из шкафа и жить открыто. И не просто обсудить это, рассказать об этом, а быть примером
помогать другим людям, видя нас, видя то, как мы живем, балансировать внутри себя мужскую и женскую энергию, принять то, что в нас есть, и мужская, и женская энергия. Что это значит на практике? На практике для меня в первую очередь это означает перестать пытаться себя исправить. У меня есть прекрасный пример из жизни на эту тему. Я когда-то много-много лет назад нашла для себя Анатолия Некрасова. У него много книг, самые две известные и популярные из них — это книга «Мужчина и женщина» и книга «Материнская любовь». И еще у Анатолия Некрасова была Академия естествознания, он так ее назвал, и курс «Профессионал счастливой жизни» длиной в год. И я тогда, прочтя его книги, пошла к нему на курс «Профессионал счастливой жизни», и пошла я с идеей и с желанием, и с стремлением, что этот человек, который пишет о том, что такое быть женщиной, что такое быть мужчиной, о том, как как создавать семью, как быть счастливым, как быть здоровым, как обращаться с деньгами, что этот человек меня исправит. И у него, особенно по тем временам, это было почти 15 лет назад, была действительно такая отличающаяся идея от многих патриархальных гуру того времени, что человечество, нынешнее общество очень недооценивает роль и влияние и мощь женской энергии. Он поставил женщину на пьедестал, говоря о том, как она важна, как важна женская энергия, какую огромную роль женщина играет в семье и вообще на планете Земля. Но вот чего я тогда на тот момент не видела, не смогла прочесть в его книгах и понять, приходя к нему на курс, что, как это сказать, под подкладкой, двойным дном, шла все та же старая патриархальная идея о том, что женщина во всем виновата. Если у тебя дети болеют, муж изменяет, не приносит достаточно денег в семью, крокодил у него не ловится, не растет кокос, кто виноват? Правильно ты. Состояние, значит, у тебя не то. Что-то ты не додаешь детям своим или мужу. А если он тебе уже такой мудак изначально достался, то что, угадайте? Это значит, его мать недолюбила или перелюбила. В общем, знакомая, я думаю, всем концепция, которую несли веками патриархальные лидеры. Когда я пришла к Анатолию Некрасову и попала к нему на горячий стул, как это называется, когда сидит аудитория, и он что-то вещает, лекция, а потом он приглашает на сцену людей с какой-то проблемой, вопросом, который они хотят разрешить. И вот я тогда решилась и пошла, и села к нему на горячий стул перед всем честным народом и рассказала ему о том, что вот я влюблена в девушку. И знаете, что мне ответил великий гуру Анатолий Некрасов? Он посмотрел на меня так с таким пренебрежением и даже, наверное, отвращением, сказал: «Ну, разберись с этим». Тем не менее, я закончила этот курс, годичный курс «Профессионал счастливой жизни», но на выпускном нам нужно было презентовать свои изменения, произошедшие с нами в жизни и в нашем сознании за этот год обучения на этом курсе. И я могла бы рассказать о том, что у меня там появился поклонник, парень, и что вообще у меня много, действительно много изменений произошло за этот год в жизни. Это был тяжелейший год для меня, но также было много тяжелейшего, страшного, трудного и плохого, было и много чего хорошего. Я сейчас не думаю ни разу, что это была заслуга Анатолия Некрасова. Естественно, это была работа, проделанная мной над собой, над своим сознанием.
Некрасов был выбран мной как инструмент, и он мне в то время он мне тоже послужил. Так вот, на выпускном вечере, опять-таки, перед, аудиторией мы все, делали презентации, рассказывали о своих жизненных изменениях и своих успехах. И я могла бы умолчать об этом, но я, пришла и рассказала на камеру и на аудиторию о том, что все прекрасно в моей жизни, все меняется, но сексуальность моя остается со мной. И даже несмотря на то, что за этот год, у меня там появился поклонник мужского пола, я все равно осознаю, что я лесбиянка и что я гомосексуальна, и исправить это невозможно. Я такой родилась, это часть моей природы, и я ее ценю и уважаю. Для меня на тот момент это был прорыв, это был шаг огромной смелости. Не просто, себя раскрыть и поставить в уязвимую позицию перед аудиторией, но еще и пойти против гуру Анатолия Некрасова, автора многих книг, имеющего огромное количество последователей. Я знала, что мне нужно это сделать, потому что я чувствовала, что что-то там не так. Под конец обучения я уже начала понимать, что есть нездоровые семена в его учении, и единственное, как я могу повлиять на то, что происходит, внести свой вклад, будучи честной, будучи собой. Какие еще могут быть практические советы? Если вы женщина, проявляйте инициативу, не стесняйтесь, не бойтесь идти и брать свое, брать то, что вам хочется. Возьмите на себя ответственность за свою собственную жизнь, за реализацию своих собственных желаний и мечт. Не ждите, что появится партнер и придет тот, кто вам что-то предложит и даст, будь то начальник, будь то муж или принц на белом коне. Если вы мужчина, разрешите себе плакать, разрешите себе быть нежным, не пытайтесь соизмерять себя с очень устойчивым, веками сформированным образом мужественности, которое до сих пор еще несет в себе массовое сознание, плюс все вот эти супергерои, суперсильные и мужественные мужчины. Вернитесь к себе, разрешите себе чувствовать эмоции, разрешите себе быть уязвимым, разрешите себе говорить о чувствах, плакать, быть слабым. Это так красиво, это так сильно на самом деле. И еще такой очевидный и очень простой, и при этом невероятно сложный совет, какой я могу дать. Одевайтесь так, как вам нравится. Я стилист, и вы знаете, какой самый частый запрос поступает от девушек? Я хочу выглядеть женственнее и сексуальнее. Окей, вообще нет вопросов, это прекрасно. Но спросите себя, если у вас есть такой запрос, откуда он идет? Не идет ли он от культуры, что если вы женщина, то предполагается, что вы должны носить юбки, платья и женственно выглядеть, что бы это ни значило. Я не знаю, что это значит. Ам, не объективируете ли вы себя таким образом? Не манипулируете ли вы другими мужчинами, другими женщинами, пытаясь выглядеть сексуально? Поверьте, когда есть химия между людьми, когда вы привлекаете другого человека, неважно, мужчину или женщину, вы сексуальны для этого человека, как бы вы ни выглядели, как бы вы ни были одеты. И закончить я хочу самым важным. Не стыдитесь себя, как бы вы ни выглядели, в каком бы теле вы ни были, что бы вам ни нравилось, кого бы вы ни любили. Не стыдитесь. Ведь фундаментально все возвращается к любви к себе. А что такое любовь к себе, как не принятие, абсолютное принятие всего в себе? Мы, смешанные люди, лучшие учителя этого.
Да, у нас была порой хаотичная, полная страха и стыда жизнь. Да, мы порой сами не можем разобраться в собственной сексуальности, но именно это и делает нас лучшими учителями, лучшими примерами того, что такое нести в себе баланс мужской и женской энергии, и делать это без страха и стыда.